Дикая львица по имени Сайра медленно пробиралась через каменистую саванну вместе со своим маленьким львенком Рио. Она осторожно двигалась среди острых скал и сухой земли, крепко удерживая малыша зубами, когда путь становился слишком опасным. Мать внимательно следила за каждым участком дороги, защищая своего детеныша от жары, хищников и скрытых опасностей дикой природы. Львенок был еще совсем маленьким и часто уставал во время долгих переходов. Иногда он пытался самостоятельно идти вперед, но Сайра сразу возвращала его к себе, показывая, что в суровой саванне нужно быть осторожным. Она учила его чувствовать запахи ветра, находить безопасные места для отдыха и запоминать путь к воде. В тот жаркий день солнце беспощадно поднималось над равниной, раскаляя камни вокруг. Сайра несла Рио через участок с высокими скалами, где среди ущелий иногда появлялись прохладные места с редкой влагой. Она заметила небольшую расщелину у основания огромного валуна, куда уходил свежий поток воздуха. Львица решила пройти рядом, надеясь найти тень для отдыха. Но когда она осторожно шагнула на край каменного выступа, поверхность внезапно разрушилась. Под ее лапами огромный кусок земли осыпался вниз, и Сайра потеряла равновесие. Она попыталась удержаться, но передние лапы соскользнули, а тело резко провалилось между двумя каменными стенами. В этот момент она все еще держала маленького Рио в зубах, стараясь не причинить ему вреда. Благодаря последнему усилию львица успела положить львенка на безопасный выступ рядом, но сама оказалась зажатой глубоко в узкой каменной ловушке. Тяжелые скалы сдавили ее грудь и бок так сильно, что любое движение приносило боль. Сайра пыталась выбраться, напрягая все силы, но камни только сильнее удерживали ее. Чем больше она двигалась, тем глубже тело попадало в тесную щель. Ее дыхание стало тяжелым и медленным. Жара усиливалась, воздух вокруг становился горячим, а силы постепенно покидали львицу. Она понимала, что долго оставаться в таком положении не сможет. Маленький Рио лежал рядом и испуганно смотрел на мать. Он тихо пищал, пытался приблизиться и прижимался к ее лапе, но был слишком слаб, чтобы помочь. Он не отходил от Сайры ни на шаг, чувствуя, что с ней происходит что-то страшное. Через некоторое время неподалеку появились другие львы из прайда. Они услышали звуки и подошли к скалам, но, увидев опасное место, остановились. Инстинкт заставил их держаться подальше от нестабильных камней. Солнце продолжало подниматься все выше. Тень возле расщелины постепенно исчезала, а раскаленные камни становились все горячее. Сайре становилось сложнее дышать, и она почти перестала бороться, понимая, что каждое движение забирает последние силы. Но Рио не уходил. Маленький львенок снова и снова пытался привлечь внимание матери, издавая слабые звуки и касаясь ее морды. Он оставался рядом, словно чувствовал, что только его присутствие помогает ей держаться. И именно в тот момент, когда надежда почти начала исчезать, далеко в саванне появился незнакомый звук. Сначала это был едва слышный гул, но постепенно он становился все громче. По пыльной дороге двигался автомобиль сотрудников заповедника, которые возвращались после проверки удаленного участка территории. Услышав приближающийся шум машины, маленький Рио резко поднял голову. Он посмотрел в сторону дороги, а затем бросился навстречу автомобилю, стараясь привлечь внимание людей. Львенок выбежал прямо перед машиной и остановился, не позволяя ей продолжить путь. Водитель сразу затормозил. Два сотрудника заповедника удивились, увидев маленького детеныша посреди пустынной саванны. Они поняли, что такое поведение не было случайностью. Обычно дикие животные избегают людей, поэтому стало ясно, львенок пытается что-то показать. Рио несколько секунд стоял перед автомобилем, а затем развернулся и побежал обратно к скалам. Он постоянно оглядывался назад, словно проверяя, идут ли люди за ним. Инспекторы переглянулись и решили последовать за ним. Через несколько минут они добрались до места, где находилась Сайра. Увидев зажатую между камнями львицу и маленького львенка рядом с ней, спасатели сразу поняли всю серьезность ситуации. Они быстро оценили положение. Камни вокруг тела Сайры лежали нестабильно, и любое неосторожное движение могло вызвать новый обвал. Освободить львицу силой было невозможно. Это могло привести к тяжелым травмам. Команда начала действовать максимально осторожно. Сначала они подготовили оборудование и аккуратно ввели львице успокаивающее средство, чтобы она меньше двигалась и не получила дополнительных повреждений.
Затем спасатели закрепили специальные крепкие тросы вокруг крупных камней и установили деревянные распорки. Их целью было медленно расширить пространство вокруг тела Сайры, не разрушив всю каменную конструкцию. Работа оказалась очень сложной. Каждое движение требовало точности. Камни тяжело скрипели, сверху падали мелкие куски породы, а пыль заполняла воздух. Люди работали медленно, понимая, что одна ошибка может все изменить. Рио все это время находился неподалеку. Он наблюдал за каждым движением спасателей и периодически подходил к матери, будто хотел убедиться, что она все еще рядом. Проходили минуты, но команда продолжала работу. Сантиметр за сантиметром давление вокруг львицы уменьшалось. Сайра уже почти не двигалась, но все еще сохраняла силы благодаря тому, что слышала рядом своего малыша. Наконец, после долгой борьбы спасателям удалось освободить часть пространства вокруг ее тела. Они снова закрепили тросы, проверили крепление и начали самый ответственный этап операции. Мощное натяжение оборудования медленно сдвинуло тяжелые камни в сторону. Расщелина стала немного шире, и у львицы появилась возможность выбраться. После нескольких часов напряженной работы Сайра была освобождена из каменной ловушки. Она тяжело опустилась на землю, почти не имея сил стоять. Рио мгновенно подбежал к матери. Он прижался к ней, коснулся ее морды и лег рядом, словно боялся снова ее потерять. Спасатели осторожно отошли в сторону, чтобы не тревожить львицу. Они поставили рядом воду и внимательно наблюдали за ее состоянием. Сайра лежала неподвижно, тяжело поднимая грудь после долгого испытания. Через некоторое время ее глаза медленно открылись. Она сделала глубокий вдох, почувствовала свежий воздух и тихо зарычала. Этот слабый звук показал, что в ней снова появилась жизнь и надежда. Рио сразу оживился. Он поднялся, подошел к матери и осторожно коснулся ее морды. Львенок словно хотел сказать ей, что все закончилось, и теперь они снова вместе. Инспекторы оставались неподалеку, не вмешиваясь. Они понимали, что для дикой львицы самое важное сейчас — спокойствие и возможность восстановиться рядом со своим детенышем. Прошло еще немного времени, и Сайра начала возвращать силы. Ее дыхание стало ровнее, взгляд стал яснее, а тело постепенно переставало дрожать после пережитого страха. Она медленно попыталась подняться. Сначала лапы не слушались, но львица не сдавалась. Она сделала первый шаг, затем второй, пока, наконец, не смогла уверенно стоять на земле. Рио радостно приблизился к ней и прижался к ее боку. Сайра наклонила голову и нежно коснулась его морды, будто успокаивая малыша после всех ужасных часов ожидания. Теперь она больше не несла его в зубах, как раньше. Львенок уже сам шел рядом с матерью, но постоянно держался близко, чувствуя, насколько важна их связь. Когда солнце начало опускаться к горизонту, Сайра медленно повела Рио обратно через саванну. Дорога была тяжелой, но теперь каждый шаг приближал их к безопасному месту. Вдали появились знакомые очертания территории их прайда. Другие львы заметили возвращение матери и детеныша и начали приближаться. Они окружили Сайру и Рио, словно принимая их обратно после долгого отсутствия. В этот момент львица остановилась и на несколько секунд посмотрела назад, туда, где осталась опасная скала. Она словно вспоминала тот день, когда все могло закончиться иначе. Но благодаря настойчивости маленького Рио и людям, которые услышали его зов, история получила счастливое продолжение. Спасатели еще долго стояли возле автомобиля на дороге и наблюдали, как львица и ее львенок возвращаются к своему прайду. Они знали, что стали свидетелями редкого момента, когда маленькое существо смогло изменить судьбу своей матери, просто не отказавшись от нее. Эта история напоминает нам, что любовь между матерью и детенышем сильнее страха, расстояния и любых препятствий. Даже в суровой дикой природе надежда может появиться там, где ее уже почти не осталось. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч!